Эта история началась с того, что в одну ветеринарную клинику привезли беременную собаку. Бывшие владельцы заявили, что больше не хотят заниматься животным и попросили врача усыпить ее. После этого они спокойно развернулись и ушли, оставив собаку совершенно одну. Через некоторое время она родила 3 щенков, 2 девочек и 1 мальчика. О случившемся узнали волонтеры. Им сообщили, что у них есть всего 1 день, чтобы найти для собаки и ее малышей безопасное место. В противном случае всю семью собирались усыпить. Волонтеры не смогли пройти мимо и решили во что бы то ни стало спасти мать и новорожденных щенков. Собаку назвали Ладой. Сразу после этого начались срочные поиски временного дома, ведь оставлять животных в клинике было нельзя. Вскоре нашлись люди, которые согласились ненадолго приютить Ладу вместе с малышами. Собаку и щенков перевезли в теплый дом, где для них подготовили отдельный уголок. Лада оказалась удивительно спокойной, умной и благодарной. Она словно понимала, что находится у чужих людей, поэтому старалась вести себя тихо, не портила вещи и почти не отходила от своих детей. Однако через некоторое время временные хозяева сообщили, что должны уехать на длительный срок и больше не смогут держать у себя собачью семью. Волонтерам снова пришлось срочно искать выход. Тогда одна из участниц команды по имени Марина решила забрать Ладу и 3 щенков к себе домой. Она выделила им отдельную комнату, постелила мягкие подстилки и поставила миски с водой и кормом. Щенки быстро росли, становились активными и любопытными. Сначала они неуверенно передвигались по комнате, затем начали играть друг с другом, бегать за мячиками и встречать Марину радостным писком. Когда малыши научились самостоятельно есть и привыкли к пеленкам, волонтеры начали искать для них постоянных хозяев. Первый новый дом нашла самая маленькая девочка, которую назвали Бусинкой. Ее забрала молодая семья, давно мечтавшая о собаке. Немного позже уехал и мальчик по имени Ричи. Его новым хозяином стал пожилой мужчина, живший за городом и нуждавшийся в верном друге. У Марины остались Лада и последняя щеночка по имени Луна. Когда малыши перестали нуждаться в материнском молоке, Ладу стерилизовали, полностью обследовали и начали активно показывать потенциальным хозяевам. Но время шло, а подходящей семьи для нее все не находилось. Прошло почти 9 месяцев. Некоторые люди звонили и интересовались собакой, но условия, которые они предлагали, не устраивали волонтеров. Кто-то хотел посадить Ладу на цепь, кто-то собирался использовать ее только для охраны, а кто-то вообще не был готов тратить время на прогулки и уход. Волонтеры не хотели снова отдавать собаку людям, которые могли ее предать. Они ждали того человека, который увидит в Ладе не просто животное, а настоящего члена семьи. И однажды такой человек появился. Женщина по имени Елена увидела фотографию Лады в интернете и сразу захотела познакомиться с ней. Она несколько раз приезжала в гости, гуляла с собакой и постепенно завоевала ее доверие. Лада сначала держалась осторожно, но вскоре начала радостно встречать Елену у двери и приносить ей игрушки. После проверки условий волонтеры согласились на переезд. Так Лада, наконец, отправилась в свой постоянный дом, где ее ждали мягкая лежанка, долгие прогулки и хозяйка, готовая никогда больше ее не предавать. Осталась только Луна. За месяцы, проведенные в доме Марины, щеночка настолько сблизилась со всей семьей, что расставаться с ней уже никто не хотел. Она подружилась с другими животными, привыкла спать рядом с хозяйкой и стала настоящей частью дома. После долгих раздумий Марина решила оставить Луну у себя. Так последняя щеночка стала еще одним любимым, хвостатым членом семьи. В итоге Лада и все 3 ее детей нашли добрых хозяев и получили шанс на счастливую жизнь. История, которая могла закончиться трагедией еще в ветеринарной клинике, превратилась в рассказ о спасении, терпении и человеческом сострадании. Благодаря волонтерам собака смогла вырастить своих щенков, а каждый малыш получил возможность взрослеть рядом с заботливыми людьми, играть, гулять и радовать новых хозяев. Дорогие зрители, если эта история тронула вас, поддержите видео отметкой «Нравится» и поделитесь им с друзьями. А тем, кто впервые оказался на нашем канале, стоит подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить новые удивительные истории о животных и людях, которые приходят им на помощь.